Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Когда места катастрофически не хватает и приходится выкручиваться, как можешь. Девятое место. Такие очевидные. Влюбленные хроники с места события. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Загадка отношений Вигу. Намеки во время прямых эфиров». Фанат попросил Чангука на новом эфире подтвердить, что он находится в романтических отношениях с Тэхёном. Чангук сделал это, но очень секретным способом. Подробный обзор. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Тот факт, что Чангук дружит со всеми друзьями Тэхёна. Седьмое место. Как выглядит человек, который обрел свое место и своего человека? Можете загуглить, и вам выбьет это видео. Шестое место. Поведение пары. Первый человек, на которого вы смотрите, когда смеетесь, это обычно тот, кто вам ближе всего. Чангук и Тэхён всегда доказывают любые любовные теоремы. Ах, какое было время. Сейчас бы в ресторан Карбоунен Лас-Вегас по следам Тэйкук, а не вот это все. Пятое место. Смотрю я и думаю, Тэхён очень не против наказаний, и что-то мне подсказывает, знает в них толк. Четвертое место. Забота. Когда смотришь на такие моменты, то понимаешь, что существует настоящая любовь. Забота о Тэхёне – это приоритет.
Третье место. Новости. Обновление Twitter Bing Кросби. Душевное послание для Тэхёна от сына Бинга, Гарри Кросби, в котором он делится своей первой реакцией на прослушивание невероятной новой версии White Christmas. Это Гарри Кросби. Я только что послушал отрывок из вашего дуэта с моим отцом и должен от всей души сказать, это невероятно. То, что вы сделали, потрясающе. Постановка была удивительной, а гармония между вами очень естественной. Я просто хочу поднять 2 пальца в честь проделанной фантастической работы. Удачи тебе и спасибо еще раз. Тэйкук настолько синхронны, что Чангука не видно за Тэхёном. Глаза похожи на шедевр эпохи Ренессанса. Но, думаю, ни одна картина или фото не смогут передать всю красоту этих омутов, как она есть. Эта хореография лишает всяких слов. Billboard Korea опубликовал крутую видеоподборку танцев Чангука с подписью «21 декабря Чангук» и снова покорил поклонников по всему миру танцевальным видео с известным корейским хореографом и танцором Бадой. Его динамичные, но плавные движения и непревзойденный контроль силы и мягкости оставили всех в восторге. Обожаю этот момент. Женатая пара. Армии из России поздравляют Тэхёна с днем рождения. Баннеры размещены на колоннах кофейни Милтоп возле здания Хайп и будут экспонироваться с 23 декабря в течение 2 недель. До чего же Тэхён прекрасен? Пользователи социальных сетей хвалят Чангука за его потрясающий танец с хореографом Бада Ли, говоря, что его навыки улучшились во время военной службы. Чангук такой крутой, он такой сильный и классный. Вау, парень, Чангук сумасшедший. Они оба такие классные. Вау, вы оба так хороши. Чангук, ты хорошо танцуешь и при этом такой милый. Сила просто сумасшедшая. Кажется, ты усердно тренировался в армии. Твой вокал и танцы стали еще лучше. Прошел год с тех пор, как мы видели твои танцы, Чангук. Ты милый. Как ты можешь так хорошо танцевать? Что и ожидалось, Чангук очень хорош. Он по-настоящему силен, потому что нижняя часть его тела не дрожит, несмотря на его размашистые движения. Спасибо, что использовали эти несколько дней отпуска с пользой. Ух, какой ты сильный. Надеюсь, твои колени в порядке. Я думал, что ему будет сложнее, если он мало тренируется,
но это оказалось совсем несложно для него. Такое чувство, что еще вчера у него был самый разгар активного периода – время соло-работы. Сколько времени прошло с тех пор, как я видела его танцы в последний раз? Чангук, ты так хорошо двигаешься, мне хочется избавиться от полосы в середине зеркала. Их танцевальные стили так похожи, они оба слишком круты. Чангук, ты танцуешь просто безумно. Вау, что это? Это безумие. Я не могу оторваться от просмотра, как одержимый. Пение и танцы великолепны, он совершенствуется без потери формы. Удивительный. Чангук не жалеет сил, когда поет и танцует. Благодаря тебе я набираюсь сил. Спасибо, Чангук. У тебя хорошо получается. У тебя и раньше хорошо получалось, но должно быть в армии было тяжело практиковаться. Так что, я думаю, твои навыки улучшились. Ух ты, форма Чангука просто потрясающая, она такая вкусная. Я даже не надеялась, что смогу увидеть, как ты танцуешь. Ты слишком крут, Чангук. У меня были схожие ощущения во время Smoke Challenge. Но стиль хореографии Бады Ли хорошо сочетается со стилем Чангука. Найдя тебя, я понял, что искал всю жизнь. Исследователь Ли Хваджон, сотрудник инвестиционной компании N, специализирующейся на ценных бумагах, сообщил к СМИ о том, что ожидания от деятельности BTS весьма высоки. Мы ожидаем высокий рост общих продаж после выпуска нового альбома BTS во второй половине 2025 года. Мировое турне ожидается в 2026 году. Соответственно, мы планируем получение высокой прибыли от выступлений и продажи билетов на концерты. Также мы прогнозируем высокий доход от платных функций платформы Weverse. Нежное напоминание, он крошечный. Тэхён снова пополнил свой список достижений. На этот раз достижение пришло за его новейшую песню, а именно за последнюю версию White Christmas. White Christmas дебютировал под номером 1. Третье место в чарте AIMI International Top 20 Singles. Это шестая песня Тэхёна, дебютировавшая в чарте в качестве солиста после Wherever You're, Friends, Love Me Again, Slow Dancing и Winter Ahead. Благодаря этому Тэхён становится вторым солистом кей-поп в истории с наибольшим количеством записей в 10 лучших синглах AIMI International. Кроме того, одна из его песен с Пак Хёшином, а именно Winter Ahead, продержалась 2 недели в международном чарте AIMI Top 20 Singles Chart, заняв ровно 4-е место. Давайте признаем, что так и есть. КМИДиа сообщили о яркой мировой известности Ким Тэхёна, назвав его самой влиятельной азиатской звездой в мире в 2024 году. В частности, звездность и актуальность Тэхёна выделяются еще больше, поскольку этот результат был получен, несмотря на то, что он служил в армии. Тэхён укрепил свои позиции самой заметной звезды в Азии, доказав свое огромное влияние и популярность, заняв первое место в Азии в Instagram и Google Trends в 2024 году.
В частности, звездная сила и актуальность Ви выделяются еще больше, поскольку этот результат был получен, несмотря на то, что он был в армии. В объявлении самых влиятельных инфлюенсеров по регионам и темам в 2024 году, опубликованном аналитической фирмой HypeAudit, Тэхён занял 7-е место как самый влиятельный инфлюенсер в мире и самый влиятельный инфлюенсер в Соединенных Штатах. Это самый высокий рейтинг для азиатской звезды. Как же он хорош! Ludacris What Is Your Fantasy не покидает лидирующие позиции в аудиочарте Instagram с тех пор, как Тэхён или Джун устроили танцевальный челлендж. Вот Ludacris недоумевает, наверное, от своей популярности. Очередной легендарный год с Тэхёном. Официальное объявление о рождественской фан-встрече Бэкхёна из EXO привлекло внимание ревнивых поклонников Тэхёна. Уж очень похожий стиль получился у Бэкхёна. Все хотят быть похожими на Тэхёна, копируя его стиль и надеясь перенять его атмосферу и ауру. Но в итоге они выглядят как дешевые копии. Понятно, что это дань уважения Тэхёну, но это не так. Из-за этого становится еще забавнее. Пожалуйста, освободите Тэхёна от этих безмозглых подражателей. Похож на техно из Алиэкспресс. Так мило видеть, как айдолы черпают вдохновение у Тэхёна. Такие разные реакции фанатов. Перед вами победитель категории «Самая красивая кожа». Проявление Тэйкук. Фанаты размышляют о совместном танце Чангука и Тэхёна после их недавних индивидуальных видео с репетициями. Реакция пользователей. Теперь давайте посмотрим, как они оба вместе сделают танцевальный вызов. Пожалуйста, я умоляю. Я хочу, чтобы они оба сделали это вместе под песню, под которую танцевал Тэхён. Бадали с Тэхёном, бадали с Чангуком, Тэхён с Чангуком. Все еще в процессе. Они такие горячие. А теперь давайте вместе сделаем челлендж. Я умоляю. Ах, как бы я хотел увидеть, как Тэхён и Чангук исполняют эти движения вместе. Мне жаль, но один танцевальный совместный проект, Тэйкук, взорвет этот интернет. Дело в том, как Чангук рассказывает нам, как он дружит с друзьями Тэхёна. Сначала он упомянул Пак Хёшина в своем прямом эфире, а теперь он также работает с Бадой Ли, также известный как другой лучший друг Тэхёна из 95Z. Дуэт Тэйкук уже близко. Поехали. Нам всем нужен Тэхён. Его профиль делает мне очень хорошо.
Малыш Чангук – самое милое, что вы можете увидеть сегодня. Чангук отмечен званием «Почетный член книги рекордов Гиннесса 2025 года», которое представлено в ежегодном музыкальном разделе ГВР, за его значительное влияние как деятеля культуры, оказавшего глубокое влияние на мировую культуру. День надо начинать с милого видео, где Чангук просто пытается заплести Тэхёну хвостик. Фиолетовый кит BTS. Что он значит? Один из наиболее значимых символов группы BTS – фиолетовый кит. Фиолетовый кит BTS появился в 2016 году вместе с альбомом Wings. Фиолетовый кит – это эмблема, созданная и используемая группой. Она представляет собой изображение кита, закрашенного в фиолетовый цвет. Согласно утверждениям группы, фиолетовый кит символизирует борьбу за свою мечту и выражает благодарность поклонникам за их поддержку. Фиолетовый цвет, в этом смысле, выбран не случайно. Он является цветом культуры и искусства, а также считается цветом, который означает глубокие чувства благодарности и признательности. Фиолетовый цвет, который символизирует кита, является одним из самых важных цветов для BTS. Он отражает творческий процесс, творческую индивидуальность, также является символом мистики и духовности. Кит, как животное, в свою очередь, символизирует мудрость, силу и духовное развитие. Для фанатов BTS фиолетовый кит – это своеобразный талисман, который приносит удачу и счастье. Они активно его используют при создании фан-артов, которые переполнены символикой группы. Также фанаты создают различные аксессуары с символом фиолетового кита, чтобы выразить свою привязанность и любовь к BTS. Этот символ играет важную роль в жизни и карьере музыкантов, и они неустанно привлекают к нему внимание своих поклонников. Правильно, нечего своему бойфренду новые морщины зарабатывать. Мы можем еще раз поговорить об этом? Я не выдерживаю, ну правда. Экстра мальчик. Некоторые детали, которые делают Ким Тэхёна Ким Тэхёном.
Его ревность жжется даже на расстоянии. Некоторые детали, которые делают Чон Чангука Чон Чангуком. То, как Чангук был просто не в силах отвести взгляд от коротких шортиков Тэхёна, навсегда останется в моей памяти. Ни о каком фокусе там речи и не шло. Тэхён посетил выставку Love in Paradise, Бэнкси and Кейт Хэрин. И если о Бэнкси мы рассказали вчера, то сегодня поговорим о втором лице выставки – Кит Харинг. Также в дополнение к вчерашнему посту Тэхён когда-то рисовал картину «Метатель цветов», а также она стоит в одной из студий компании. Думаю, она имеет отдельное место в сердце Тэхёна. Кит Харинг был открытым геем. В 2014 году он был одним из первых лауреатов на Rainbow Honor Walk в Сан-Франциско, аллея славы, отмечающей представителей ЛГБТК, которые внесли значительный вклад в своих областях. В 2019 году он был одним из первых 50 американских, занесенных на национальную стену почета ЛГБТК в национальном монументе Стоунуолл в нью-йоркском отеле Стоунволл Инн. Оба художника использовали свое искусство в качестве голоса, чтобы затронуть тему социальной активности, проливая свет на два набора социальных проблем двух поколений. Невербально то же самое делает и Тэхён. Второе место. Это так интимно. До сих пор не могу поверить, что этот момент не вырезали и нам показали. Это похоже на случайную фотографию, но когда приближаете и рассматриваете кадр, видите что-то, что заставляет вас швырнуть телефон в стену. Первое место. Его первая любовь. Попробуйте смотреть на эти моменты не с позиции стороннего наблюдателя, а с позиции одного из них. Представьте, что вы смотрите и касаетесь своего любимого человека в тех или иных ситуациях. И что бы вы почувствовали, а что чувствуют они? Мурашки, трепет или просто тепло внутри? Сбиваются ли с ритма их сердца? Какие мысли у них: он такой красивый, я сейчас умру, разве он не очарователен? Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.